Друзья, добрый день! К вам с новым открытием, с новым озарением, которое меня только что посетило. И спешу быстрее поделиться с вами. Смотрю сейчас документальный фильм, спецпроект Димаш Шоу «Вдохновение». Там много что интересного, много есть что прокомментировать, и я думаю, что потом я обязательно вернусь к этому фильму. Но меня зацепил один фрагмент, который просто вот взорвал мой мозг. И, и наступило опять вот это ощущение озарения. Давайте посмотрим этот момент. Речь о том, как Анна Обаянская рассказывает, как она придумала спецэффекты для выступления в Ташкенте на песню «СОС». Кстати, идея с мотоциклом на сцене в Киеве принадлежит Анне Обаянской. Димаш сразу одобрил задумку режиссера. Она, к слову, автор многих его сценических фишек. Например, для одного лишь выступления в Ташкенте Анна придумала подачу через все 4 стихии. Это было на открытии Года Казахстана в Узбекистане. Использовались проекционные технологии. Очень красивое было оформление сцены, сценография. Вот красивый свет прописали, красивую графику сделали. То есть был такой эффект 3D погружения артиста в реальном режиме, какую-то вот сюрреалистичную атмосферу космическую. Мы сделали, воплотили, скажем так, жизнь, идею 4 стихий, где человек и его голос, и его талант стал 5-й стихией. То есть мы на протяжении песни показывали разные стихии, как Димаш управляет своим голосом, там, от его высоких нот, взмахов рук разрастался огонь, или, например, шли брызги волн. Вот. И в конце все сошлось в такой космической энергии на фоне его голоса. То есть, по сути, 5-я ключевая энергия, стихия, которая движет миром, это и есть человек и его уникальный талант. И когда я это прослушал, просто я понял, что 5-я стихия, 5-й элемент, недостающий 5-й элемент – это любовь. То, что нам вещает Димаш, именно через свой голос, через свою ауру. Димаш – это 5-й элемент. И опять, если возвращаться к фильму «Пятый элемент», ведь там на самом деле образ вот этой главной героини, которую сыграла Мила Йовович, она как раз и очень похожа на самом деле с Димашем. По-настоящему наивная, по-настоящему добрая, как ребенок, несущая любовь. Такие интересные переплетения. И дальше я познакомился с Анной, мы с ней пообщались, прямо вот буквально вот 10 минут назад познакомились. Очень приятный человек. Она хоть и не дает интервью, но тем не менее уделила мне время, ответила там на пару моих вопросов. И вот что она пишет, в том числе о как раз вот этом клипе, что на самом деле у нее было такое настоящее жгучее желание сделать именно так. То есть у него вот, ну, вы знаете, что те люди, которые рядом с Димашем, он на них влияет еще больше. И у них всегда возникают вот эти озарения. Они всегда начинают делать то, что нужно делать. И вот Анна пишет о том, что у нее было очень сильное желание сделать именно так. И что она за эту идею готова была биться в кровь, как она сама пишет. Но были у нее определенные сложности добраться до, я так понимаю, до Ташкента. И проблемы были какие-то с самолетом, и она очень сильно переживала, получится ли воплотить ее идею. Но тем не менее ее идею воплотили, и получилось даже еще лучше, чем она могла себе представить. Вот насколько Димаш одаривает талантами людей, которые находятся рядом с ним. Да и не только рядом с ним, всех нас одаривает. Надо только сознание свое открыть, и вот эти озарения, эти подарки начнут сыпаться к нам, как из рога изобилия. Вот такое интересное у меня открытие. И если мы этот с вами вопрос попробуем сейчас немножечко поглубже изучить, а я тут же, конечно, бросился изучать этот вопрос, сейчас я вам покажу, минуточку. Так, давайте мы...
покажу вам, что я нашел. Значит, теорию 4 стихий известных, ну, то есть мы все знаем, 4 основные стихии. Это огонь, воздух, вода и земля. 4 основных стихии, которые общеприняты. Но, тем не менее, еще в свое время еще Платон и Аристотель изучали этот вопрос, и они приходили к мысли, что есть 5-я стихия. И они называли ее эфир. Эфир или... Давайте я вам более подробно расскажу об этом. Да, по-моему, они называли ее эфир. И что всеми этими стихиями движет энергия. И мало того, в китайской философии тоже используются 5 стихий, но у них стихии обозначены несколько иначе. И мне предстоит еще, кстати, здесь разобраться. У них это дерево, огонь, вода, металл и... Так, дерево, огонь, земля, металл и вода. Вот в китайской философии 5 таких стихий. Но если мы смотрим дальше, в индуизме 5 стихий указывается. Земля, вода, огонь, воздух и опять же эфир. А что такое эфир? Это и есть любовь. Самая мощная энергия во Вселенной. Вот этот недостающий 5-й элемент, который нам всем принес Димаш. Вот такое, ребят, открытие. Я еще буду изучать этот вопрос, долго в нем буду копаться. Но мне Анна еще кое-что интересное рассказала. Это я уже в следующем ролике обязательно об этом упомяну. Все, я пошел изучать стихии. Всех обнял, всем пока.